Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. Я хочу вам показать два вида крышечек для корзинки узором диагональ. Первый вариант. У меня уже есть на него мастер-класс на канале. Ссылочку оставлю в описании или вот здесь вот в подсказках. Вяжется оно очень легко, вот с такой вот ручкой. Вот таким вот образом выглядит на корзинке. И второй вариант, который мы свяжем сегодня, это крышечка уже с бортиками. Она полностью одевается на корзинку. Вот таким образом выглядит очень красиво и отлично сочетается с данным узором. Напишите в комментариях, какая крышечка вам больше всего нравится. Вязать мы будем из трикотажной пряжи. И крючок будем использовать номер 5, это для обвязки именно донышка. И для бортиков нашей крышечки использовать крючок номер 8. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного просмотра! При обвязке крышечки мы также будем делать прибавки, только прибавок у нас будет больше, чем в донышке, так как нам необходимо, чтобы крышечка была немного больше и свободно одевалась на корзинку. Я сделаю еще 9 прибавок на одинаковом приблизительно расстоянии. То есть у меня будут прибавки через 3 отверстия идти и где-то в 2 местах через 2 отверстия. Вы рассчитываете уже по своим отверстиям, на каком расстоянии у вас будут находиться прибавки. Вводим крючок в отверстие и вытягиваем петельку. Хвостик, кончик вот этот укладываем вдоль вязания, будем провязывать его вместе. Далее петельку провязываем. И сюда же, в это же отверстие, мы провяжем еще один столбик. Вводим крючок и провязываем столбик. Далее я провязываю по одному столбику следующие 3 отверстия. И снова в следующее уже отверстие я провязываю 2 столбика. Один столбик. И в это же отверстие ввожу крючок, провязываю второй столбик. Далее я говорила, что у меня прибавки будут идти через 3 столбика, то есть через 3 отверстия прибавка, и в 2 местах через 2 отверстия. Сейчас я могу сделать через 2 отверстия, провязываю 2 отверстия по одному столбику, и в следующее я сделаю прибавку. Сделали прибавку, далее я буду провязывать уже прибавку через 3 столбика, и через 2 я уже сделаю где-то приблизительно вот здесь вот, то есть на противоположной стороне. И далее снова буду провязывать через 3 отверстия, делать прибавку. Довязываем до конца, здесь делаем соединение. Довязали до конца, теперь мы сделаем соединение. Вытягиваем петельку, заводим крючок под косичку, вот первую с обратной стороны, захватываем петлю и вытягиваем. Теперь вводим крючок вот сюда, вот у нас образовались 2 такие нити, прям в центр. Одну оставляем, захватываем вот эту верхнюю. И крючок заводим с обратной стороны под перемычку. Вот сюда. Теперь накидываем нашу петельку на крючок, берем рабочую нить и затягиваем. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. Вытянули вперед на высоту столбика и провязываем. У нас получился столбик. Теперь весь первый ряд
мы будем провязывать столбиками без накида. Далее вводим крючок снова в центр вот этой косички, то есть захватываем верхнюю дужку косички и под перемычку. Вытягиваем и провязываем столбик. Снова центр косички, под перемычку, захватили рабочую нить и провязываем столбик. Таким образом мы провязываем весь первый ряд. Довязываем до конца. Здесь сделаем соединение. Довязали ряд до конца. Я нить обрезала, так как мы будем следующий ряд уже вязать другим цветом. Теперь мы сделаем соединение. Вытягиваем нашу петельку полностью. Заводим крючок под косичку. Вытягиваем петлю и заводим вот сюда в центр с обратной стороны. Сделали соединение. Теперь мы будем уже сейчас обвязывать вот эти вот отверстия. Обвязывать будем отверстия соединительными столбиками. Вводим крючок в отверстие, вытягиваем петельку, вводим крючок в следующее отверстие, захватываем рабочую нить и провязываем петельку. Следующее отверстие и снова провязываем. Вот такими соединительными столбиками мы провязываем все отверстия. И у нас по краю получится красивая косичка. Довязываем до конца. Довязали до конца. Вот это у нас последнее отверстие было. Провязали и кончик нити обрезаем. Теперь полностью нить вытягиваем, сделаем красивое соединение. Заводим крючок под первую вот эту косичку. Протягиваем нашу нить. И кончик заводим вот сюда вот. Заводим. Протянули кончик. И у нас получилось точно такое же соединение. Подтягиваем кончики, чтобы косички у нас были одинаковые. И теперь уже эти кончики просто прячем. Берем крючок поменьше и здесь вдоль вязания их продеваем. Далее мы будем провязывать еще один ряд крышечки уже другим цветом. И узор у нас будет диагональ. Крючок номер 8. Вводим крючок под столбик, вот сюда вот в основание. Берем нить и вытягиваем петельку. Вытягиваем, она вот такая вот у нас достаточно длинная. И провязываем. Далее снова в это же отверстие вводим крючок и провязываем еще один столбик. Провязали 2 столбика. Далее мы пропускаем один столбик, провязываем следующий под столбик, вводим крючок, вытягиваем и провязываем один столбик. И снова в это же отверстие вводим крючок и провязываем столбик. Далее снова пропускаем один столбик. В основание следующего
провязываем также 2 столбика. Один столбик и второй. И далее точно так же пропускаем один столбик и провязываем 2 столбика. Таким образом довязываем до конца ряда. Довязали ряд до конца, теперь мы сделаем соединение и обвяжем край. Вытягиваем нить, заводим крючок под вот эту косичку, вытянули. Теперь заводим крючок вот между двумя вот этими нитями. И эту петельку мы захватываем и протягиваем. Вытянули. Теперь вводим крючок в следующую косичку не вниз, а вот прям в центр. Будем захватывать вот эти верхние дужки косички и делать обвязку края. Захватываем рабочую нить и провязываем петельку. Также под верхнюю дужку. И соединительными столбиками провязываем край крышечки. Сильно не стягивайте, чтобы край не затянулся. Вот такая косичка у нас будет вдоль всего края. Довязываем до конца. Довязали край, обрезаем нить и полностью петельку вытягиваем. Теперь заводим под первую косичку, протягиваем кончик и заводим его вот сюда. Делаем такое же соединение. Получилась такая же косичка. И кончик нити мы прячем вдоль вязания. Вот такая крышечка у нас получилась для корзинки узором диагональ. Очень красиво смотрится. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.